Это не приближает нас к завершению сегодняшнего заседания, но поскольку тема, которую мы сегодня обсуждаем, исключительно важна, я думаю, что необходимо сказать о том, что стало причиной этого заседания, о чем мы не имели возможности сказать вчера, потому что нам не дали провести отдельное заседание Совета по этому вопросу. И, к сожалению, встречу вчерашнюю правдами и неправдами наши западные коллеги пытались замотать, и таким образом мы получили новую наглядную иллюстрацию того, как выглядит порядок, основанный на правилах. The rules-based order. Я хочу еще раз остановиться на событиях в Буче, которое послужило поводом для проведения сегодняшнего заседания и далеко идущих выводов, которые многие из вас уже сделали. Все подразделения Вооруженных сил России полностью вышли из Бучи в качестве жеста доброй воли 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. Сообщение об этом было в тот же день опубликовано на официальных страницах Министерства обороны России. За время нахождения города под контролем российских войск ни один мирный местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Люди свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Более того, в населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи. Этому есть подтверждающие свидетельства. Выезды из города не блокировались. Все жители могли свободно выехать в северном направлении. При этом южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО. Уже после вывода российских сил из города мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооруженными силами. Оставим на его совести лукавство об обстоятельствах так называемого освобождения. Сконцентрируемся на том, что он подтвердил сам факт. Уже 31 марта в городе никого из российских военных не было. Более того, мэр не упомянул о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Вы можете поверить в то, что мэр не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших. 1 апреля депутат Совета Бучи Катерина Украинцева в двухминутном ролике неоднократно предупреждает односельчан, что в поселение зашли представители Службы безопасности Украины и проводят зачистку. Просит быть максимально осторожным. В сети в широком доступе имеется также почти 8-минутное видео об анонсированной Украинцевой зачистке Бучи Национальной полиции Украины 2 апреля. На нем тел гражданских лиц на улицах нет. Более того, на этом видео Нацгвардия Украины берет интервью у местных жителей, которые также не упоминают ни тел, ни массовых расстрелов. На одном из украинских новостных сайтов было также размещено предупреждение о предстоящей 2 апреля зачистке Бучи от российских сообщников. Сейчас оно удалено, но пользователям удалось его сохранить. Свидетельства, так называемые свидетельства преступлений
российских вооруженных сил в Буче появились только 3 апреля. На 4-й день в город прибыли украинские ВСУ. В очередной раз, без доказательств, а лишь на основании презумпции виновности, российским военным пытаются вменить некие злодеяния. Мы, конечно же, не могли не заметить, с какой скоростью кадры украинских журналистов подхватили западные политики и известные правозащитные организации, претендующие на беспристрастность и непредвзятость. При этом очевидные нестыковки, продвигаемые Украиной и западниками версии событий, демонстративно игнорируются. Ведь если бы тела людей действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них, несомненно, были бы соответствующие проявления, хорошо известные специалистам по судебной медицине. Это наших западных коллег, похоже, совсем не смущает. Иначе бы Нью-Йорк Таймс не пошла еще дальше, утверждая, что трупы на улицах пролежали аж с 20 марта. Вы можете представить, в каком состоянии тогда бы были? Кроме того, многие погибшие на распространенных украинцами кадрах имели на руках опознавательный знак, белую ленту. Такую же, как надевали мирные жители после прихода российских военных. А на одном из выложенных украинскими радикалами в сеть видеороликов хорошо слышен призыв стрелять по всем, у кого нет синих ленточек на рукавах. Это видео хода зачистки в Буче выложил в сеть один из лидеров так называемых территориальных батальонов, которым украинская власть бесконтрольно раздавала оружие. Кроме того, уже упомянутая мной депутат городского совета Бучи Катерина Украинцева в интервью «Медузе», российскому новостному изданию «Медузе», призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали. В том же интервью она подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные. Эти моменты, разумеется, также остаются за скобками подачи наших украинских и западных коллег. Зато президент Зеленский уже рассуждает о том, что все эти явно постановочные кадры из Бучи якобы дают украинцам моральное право на, я цитирую, «нецивилизованный ответ». Ну, что это такое, мы можем только догадываться, потому как вели себя украинские радикалы на востоке Украины. Многочисленные свидетельства их преступлений шокируют. К сожалению, похоже, на этом киевские специалисты по дезинформации и постановкам останавливаться не собираются. Как заявили в Министерстве обороны России, по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами были проведены также в Сумах и некоторых других городах. В завершение хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи. Новые попытки очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками.
я уже говорил, что это крайняя подлость. Правда, вас не интересует то, что сегодня современные технологии позволяют сделать любое видео. Мы сегодня посмотрели видео, которое нам представила украинская сторона. Сейчас уже интернет полон опровержениями того, что мы там видели. Что это было снято не там, не в то время и не с теми людьми. Последнее. Несколько слов моей американской коллеги, которая объявила крестовый поход по исключению России из Совета по правам человека. Об этом говорит представитель страны, который еще 3 года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке. И, как известно, Соединенные Штаты вышли из СПЧ. Надеюсь, что наши коллеги по Организации Объединенных Наций не дадут себя собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее. Благодарю вас.